В далеком 2013 году в российском интернете широко разошлась одна картинка. На скриншоте был запечатлен теологический спор двух пользователей ВКонтакте, Миши и Антона. Итогом диспута стала цитата: «Ты лох недоделанный, Богородица Бога родила, а Благородица благо рождает, сука». На днях на страницах профильного журнала «Юридическая наука, история и современность», запомните, кстати, это название, так вот, на страницах этого журнала, входящего, между прочим, в российский индекс научного цитирования, вышла статья, где утверждается, что существует два разных космических субъекта. Просто Бог и Господь Бог. Депутат Госдумы Игорь Ананских и его соавторы сетуют на страницах журнала «Юридическая наука, история и современность». Ни служители церкви, ни прихожане не понимают разницы между ними. Зато Ананских все понимает, все и обо всем. Вот он пишет в той же самой статье: «Мужская сперма меняет женский генотип, приближая его к генотипу мужчины. Поэтому, мол, супруги, долгое время прожившие вместе, подходят друг к другу в качестве доноров даже лучше, чем кровные родственники». Странно, что пока такое в медицинском журнале не публикуют. Еще, по мнению авторов статьи, женская матка – это жилище Бога. И главное, на Земле одновременно проживают нормальные люди и зверолюди, которые лишь внешне напоминают человека. Последнее утверждение, впрочем, не оригинально. Это открытие сделали немецкие ученые еще в 30-е годы прошлого века. Сегодня изучим научную статью депутата Ананских. А в конце разберемся, при чем тут российская энергетика и недавний День Конституции. Видос странновастенький, но посмотрите. Федеральный научно-практический журнал «Юридическая наука, история и современность» — это вам не методичка «Живу, сражаюсь, побеждаю» и не боевой листок бойца СВО, который мы уже разбирали на нашем канале. Журнал этот — солидное издание с многолетней историей. В его редакционный совет входит глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, председатель редсовета Виктор Петрович Сальников, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки. Он же председатель экспертного совета в фонде «Университет», который работает уже 26 лет и издает специальную научную литературу, в том числе и журнал «Юридическая наука». То есть речь сейчас пойдет не о какой-то там мусорной публикации из нижних слоев интернета, а о том, что вроде как считается в сегодняшней России настоящей наукой. В оглавлении последнего выпуска значатся в основном статьи с названиями вроде таких: «Актуальные вопросы рассмотрения дел с участием присяжных заседателей». Ну или там «Процессуальные гарантии прав личности при избрании залога как меры пресечения по уголовным делам в сфере экономической деятельности». Но перед всеми этими тяжеловесными заголовками красуется название статьи аж на 38 страниц. «Российская семья как основа отечественной государственности». Как вам такая краткая аннотация? В состав России входит около 200 племен и народов. Русские в России – государствообразующий народ. Практически все величие России создавалось русскими в единстве с другими народами нашего Отечества. В современных условиях русское население сокращается, что грозит существованию самой России. Семья в России превратилась в объект уничтожения гибридной войны. США и коллективный Запад сформулировали политические цели убийства русских. И эту же политику пропагандируют некоторые политики и России, иноагенты. И там же приписка: редакция не во всем согласна с позицией авторов, изложенных в настоящей статье. Главный автор – депутат и заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. До 2020 года он работал вообще заместителем председателя самой Госдумы. Предположительно, счастливый владелец 8 квартир в Майами. Бывший ЛДПРовец, ныне справедливорос. Это, кстати, важная деталь, к ней еще вернемся. Писать статью депутату помогали 2 доктора юридических наук, один из них сын главного редактора Михаил Викторович Сальников. Хотя, согласно дисклеймеру, они там с отцом не во всем согласны. Также помогал писать статью бывший генерал ФСБ и казачий атаман, причем это одно лицо. Как там, заходит как-то в бар. В общем, это некто Иван Миронов. Последний в коллективе авторов – генеральный директор клинического санатория имени Горького Илья Харин. Он, видимо, помогал писать медицинскую и биологическую составляющие статьи.
Давайте начнем именно с них. Начнем с цитаты. Многочисленные специалисты в области православия говорят о наличии на планете Земля разных видов людей. Есть люди, сотворенные по образу и подобию Божьему, а есть зверолюди. Вопрос к депутату Ананьских. Не этих ли специалистов в области православия он имеет в виду? Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Слава Христу! Читаем дальше. На планете Земля живут люди, которые людьми не являются. Визуально такую тварь от людей не отличить. Она будет точной копией нас с вами. Но в то же время генетический на 99% совершенно другой. Ананских и его соавторы ссылаются здесь на книгу Георгия Сидорова «Рок возомнивших себя богами». На обложке этой книги присутствует любопытная такая символика. Аж свастика поверх свастики. Да еще и 2 раза, видимо, чтобы уж наверняка. Ну и карта России в довесок. Однако будем серьезными. А как же иначе-то? Речь все-таки идет об ученых. Не о каких-то там плагиатчиках, которые только и могут что воровать идеи из немецкой газеты Der Stürmer и журнала Untermensch. К примитивной расовой теории Гитлера авторы добавили тезисы из значимой научной области, из уфологии. На планете Земля живут люди 2 основных видов. Люди Земли, созданные по образу и подобию Божьему, и люди, созданные из праха земного с помощью космических генных технологий. Первые люди — люди Бога, созидатели. Они руководствуются высокими нравственными принципами. Их ценности — мир, семья, дети, культ женщины-матери, созидание, сохранение природы. Другой вид — землеродные изделия, генно-модифицированные существа, биологический искусственный интеллект. Их ценности — война, убийство, террор, революции, публичные дома, педофилия, людоедство, наркомания, уничтожение системы жизнеобеспечения космического корабля планеты Земля. Цитата. В общем, те, у кого главные ценности мир и созидание, это, получается, божественные существа. А те, кто пропагандирует войну и убийство, существа генно-модифицированные. Ну, что, логично. Авторы статьи пишут: нелюдь искусственно вывела на Земле человекоподобных биороботов. Забывают, правда, уточнить, что потом нелюдь трудоустроила их на Соловьев Лайв. Что там дальше? На планете Земля существуют тайные структуры, которые во многом формируют образ жизни, поведение населения Земли. Об этих структурах рассказал офицер американской разведки Джон Коллиман в книге «Комитет 300». Правда, вроде он Коулман и британской разведки, ну ладно, не отходим от научного текста. Структуры этого комитета ведут борьбу за передачу власти на планете Земля представителям рептоидной космической цивилизации. А для этого им надо уничтожить русское население России, конечно, как же еще. Как эти, значит, рептоиды собираются уничтожить русских? Конечно же, с помощью американцев, как же еще? А также феминизма и насаждение половой распущенности. Ну, а совсем, конечно, не с помощью войны с Украиной. Цитата. Наглядным примером последствий секса с инородческими сексуальными партнерами могут служить многочисленные международные фестивали, спортивные олимпиады, когда русские особи женского пола отдавались неграм. Так и написано. В последующем, имея белого мужа, такие женщины стали рожать от белых генетически здоровых своих мужей детей не в мать, не в отца, а в черного и дебильного молодца. Причиной появления этих молодцов была генетическая мутация хромосомной цепочки. В словах про черных дебилов, я вам скажу, чувствуется какая-то прям денацификация. По вине рептоидов, феминисток и, конечно же, демократов из 90-х, куда же без них, большое распространение в России получил добрачный секс, уничтожающий женщину. Цитата. «След от каждого мужчины, побывавшего в организме женщины, остается у нее навсегда на биологическом, сперма, в скобках так и написано, либо волновом уровне при наличии презервативов, в скобках так и написано». Не отходим от научного текста. Тут внимательный читатель может задаться вопросом. Допустим, след от мужчины, правда, остается навсегда. Ну и что с того-то?
Не все же на свете мужчины так не милы депутату. Они же не все дебилы и с неправильным цветом кожи. Но авторы дают пояснение. Смотрите. Сперма состоит из живых клеток. Когда она попадает в вас, сперматозоиды плывут и плывут, пока не врежутся в стену, после чего цепляются и зарываются в плоть. Американцы, пишут в статье, исследовали все пути попадания спермы в женский организм. Если они во рту, то заплывают и пробираются в носовые ходы, во внутреннее ухо и за глаза. Так и написано. Они там проникают глубже. Они попадают в кровь и собираются в головном и спинном мозге. Ой. Вообще занятно. Авторы публикации, с одной стороны, постоянно обвиняют США, ведь американцы в союзе с феминистками и рептоидами хотят уничтожить славяно-русов, а с другой стороны, чуть ли не на каждой странице Ананских и его команда ссылаются именно на американцев. Я даже боюсь представить, каким именно путем идеи отдельных американских исследователей собрались в головном мозге у депутата. Вишенка на торте. Если тут еще требуется вишенка. Демократия породила оральный секс. Но не думайте, что доктора наук решили демократию за это похвалить. Напротив. Обосновывая смертельную опасность орального секса, авторы ссылаются на очень авторитетный источник – ответы Mail.ru. Круг вопросов в научной работе, опубликованной на страницах журнала «Юридическая наука. История и современность», необычайно широк. От медикаментозных абортов до мифической гипербореи. От секретов счастливого брака до преступлений, совершенных незаконными мигрантами. От тайных связей Папы Римского с инопланетянами до проблем проституции. Но это же все взаимосвязано. Одно логически вытекает из другого. Мы бы с радостью или без в этом ролике пересказали бы всю статью, но тогда будет слишком много научных открытий для одного видео. Лучше обратим внимание на некоторые недостатки работы, логические противоречия, которые авторы могут исправить в следующих своих публикациях. Вот, например, цитата. «Идеи социализма и коммунизма зародились на Западе, а потом огнем и мечом гражданской войны насаждались в России. Марксизм-ленинизм был европейской экстремистской идеей захвата власти в России». Если социализм как идея направлен против России, то почему же автор статьи Игорь Ананских состоит в партии «Справедливая Россия»? Полное название этой партии звучит так: «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Это указано даже на личной странице депутата на сайте Госдумы. Депутат-социалист Ананских осуждает социализм и марксизм-ленинизм, зато поддерживает специальную военную операцию. При этом игнорирует тот факт, что один из промежуточных результатов СВО – восстановление памятников Ленину в занятых российской армией украинских городах. Автор категорически поддерживает президента Владимира Путина. Даже статью начинает с его цитат. При этом Ананских постоянно во всем винит демократию. Демократия, согласно его статье, не только породила опасный оральный секс, но и уничтожила русскую деревню. В качестве подтверждения последнего тезиса приводится почему-то статистика оптимизации, проведенной при Путине. Количество деревенских больниц уменьшилось в 4 раза, поликлиник почти в 3 раза, сельских школ почти в 2 раза. Могу лишь предположить, что, виня во всем демократов, депутат подразумевает цитату самого Путина: «Я абсолютный и чистый демократ». Но зачем же тогда Ананских поддерживает этого ужасного демократа, который закрывает больницы и школы? Еще и пишет, что варварская оптимизация здравоохранения и образования – это продолжение программы Гитлера на оккупированных территориях по уничтожению России. То есть, получается, Владимир Путин продолжает дело Адольфа Гитлера, только иными методами. Куда смотрит Следственный комитет? Непонятно и другое. Автор постоянно пишет, что дети – это дар Божий. И в этой же статье требует снизить суммы алиментов. Ананских это противоречие объясняют так. Мужчина, который платит алименты, не может завести новых детей с новой женщиной. Но, по всей видимости, есть и более глубокое обоснование. По мнению авторов статьи, славяне – потомки ариев. А для потомков ариев, цитата, характерна меньшая приверженность к комфорту и материальным благам. В отличие от злобных западных эрбенов. Поэтому, получается, не надо платить на русских детей слишком большие алименты. Эрбенами станут
Деньги, как сперматозоиды, им в уши заползут. И генотип поменяют, и в костном мозге поселятся. Впрочем, возможно, уже поселились. Со своих высоких, типа патриотических позиций Игорь Ананских и его коллеги в статье постоянно сокрушаются на тему вырождения русского народа. А после пространных рассуждений про аборты в конце даже ставят ребром вопрос, цитирую, «Почему русские в массовом порядке превратились в нацию детоубийц?» В статье буквально заявляется, что русские – вырожденцы и детоубийцы. Нет сомнений, что уважаемый депутат чрезмерно увлекся Гитлером. Надо бы посмотреть, за какие законы он голосовал. Недавно, 12 декабря, в нашей стране был не то праздник, не то траурная дата – День Конституции. Как раз под дату эту власти решили окончательно демонтировать очередную конституционную норму о том, что никто никак и никогда не может быть лишен российского гражданства. Основной закон страны игнорируется так, как будто его нет вовсе. Если в стране нет права, если жизнь и смерть Пригожина, телеграм-канал Медведева и телеканал Соловьева, как и все президентство Владимира Путина, нескончаемая насмешка над юриспруденцией, то действительно, почему бы и не опубликовать статью про телегонию и расовую теорию в журнале «Юридическая наука. Историю и современность». Какая современность, такие и статьи. В самом начале мы отметили, что Игорь Ананских не только выдающийся сексолог и уфолог, но и зампред комиссии Госдумы по энергетике. В декабре этого года сплошным потоком идут новости о холодных батареях и замерзающих людях, только не в Евросоюзе, заполненном эрбинами, а в российских городах. Возможно, парламентарий, ответственный за энергетику, занимается не тем, чем нужно, как, впрочем, и его любимый президент. Статья, конечно, смешная, а ситуация страшная. Мракобесие пронзает буквально все сферы жизни в России. Деградирует буквально все. Куда ни глянь, везде у нас журнал «Юридическая наука». Причем не стоит думать, что персонально Ананских – это какой-то исключительный вурдалак. Нет, 6 лет назад даже он предлагал разумные законы по защите прав авиапассажиров. Но путинская система образца 23 года такова, что чтобы быть ее частью, чтобы понравиться ей, нужно не о людях думать, не о россиянах, а о том, заметит ли начальство, как ты глотку рвешь на тему традиционных ценностей или западного сатанизма. Путинская система уже не переваривает нормальных людей. Нормальность для нее – это уже как волчий билет. И пока во главе страны такие люди, нормальной страна не станет никогда. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.